Привет, мои дорогие друзья! Наступила зима, и теперь можно официально начинать готовиться к новогодним праздникам, запасаться вкусными рецептами и уже настраиваться на это вот волшебное время с мерцающими огоньками, которые вот сегодня я решила разместить у себя в кадре. В этом ролике я решила собрать самые классные десерты, на мой, конечно же, взгляд, которые идеально подходят для новогодней ночи. Во-первых, их очень удобно приготовить заранее, оставить в холодильнике, и пускай они ждут своего часа. Во-вторых, они отлично подходят именно для новогодней ночи, потому что в веренице вот этих вот всевозможных блюд, закусок, салатов, основных гарниров, если у кого-то до этого доходит дело, они станут классным своеобразным завершением. Это не будет что-то гигантское, слишком тяжелое, а вот такая вот легкая десертная нотка, которая классно завершает праздничную ночь. И в-третьих, если сил на десерт в саму новогоднюю ночь не останется, их можно отлично перенести на следующий день и насладиться их вкусом. Начинаю приготовление меню с десерта. Вместо торта я предлагаю приготовить элегантный порционный десерт флан, он же крем-карамель. Готовится всего из 3 ингредиентов, процесс очень простой и незаморочливый, что сохраняет силы и время, а выглядит он так изысканно. Первым делом высыпаю 80 граммов сахара на сухую сковородку и отправляю ее на минимальный огонь. Жду, когда сахар расплавится и приобретет приятный карамельный цвет. Все кристаллики должны разойтись. Для 4 порций понадобятся керамические формочки или чашки с прямыми боками объемом 250 мл. Объем моих формочек 200 мл, так что получится не 4, а 5 порций. Разливаю карамель по формочкам и даю ей застыть. Этим временем готовлю основную массу. В молоко всыпаю 40 граммов сахара и отправляю его на огонь. Довожу до кипения. К яйцам всыпаю оставшиеся 40 граммов сахара и перемешиваю до однородности. Продолжаю перемешивать яйца и постепенно вливаю к яйцам горячее молоко. Темперирую яйца. Готовлю емкость для водяной бани. У меня это просто широкая глубокая сковорода. На дно укладываю ткань и расставляю формочки с уже застывшей карамелью. Теперь разливаю яичную массу по формочкам с карамелью. Использую сито, чтобы убрать какие-то оставшиеся небольшие сгустки. Вливаю в сковородку кипяток, чтобы его уровень доходил примерно до уровня массы в формочках. Отправляю все в духовку, разогретую до 150 градусов, и готовлю в течение 20-25 минут до дрожащей серединки. После этого вынимаю формочки из воды и даю им остыть, а после убираю в холодильник на сутки. Очень важно выдержать флан именно сутки. За это время карамель на дне полностью растает благодаря влаге и превратится в карамельный соус. Перед подачей я аккуратно провожу ножом вдоль стенок формочки и переворачиваю флан на тарелку. Нежную массу, напоминающую пудинг, окутывает ярким карамельным соусом. Идеальный праздничный десерт, который дополнит и завершит весь ужин и при этом не оставит неприятной тяжести в желудке. Следующий десерт – нежный и кремовый подэ-крем. Дословно горшочек с кремом. Этот десерт – нечто среднее между крем-брюле и фланом. И это очень вкусно и нежно. Список ингредиентов есть в описании. Сперва я буду темперировать желтки и яйца. Для этого в сотейник отправляю какао и сахар. Перемешиваю. Так как этот какао-порошок жирный, 20-22%, он привнесет максимум аромата. Вливаю воду, слегка перемешиваю. Вливаю жирные сливки и отправляю смесь на огонь. Время от времени помешивая жидкость, довожу ее практически до кипения. Параллельно в глубокой миске взбиваю венчиком яйца с желтками. Вливаю тонкой струйкой горячую шоколадную смесь, непрерывно перемешиваю массу. Так желтки и яйца не свернутся. Теперь на дно глубокого противня я отправляю бумажные полотенца, чтобы формочки не стучали по дну. Помещаю в противень формочки. Если же их нет, используйте керамические чашки. Мои объемом 250 мл. Разливаю смесь по формочкам. Вливаю в противень кипяток, чтобы создать водяную баню. Отправляю десерт в духовку, разогретую до 150 градусов на 20-25 минут.
Подокрем готов, когда серединка дрожит. Я остужаю десерт на холодной водяной бане, и он готов. Так быстрее всего. Можно просто дать остыть при комнатной температуре и выдержать в холодильнике часа 3-4. Я не могу устоять перед этим десертом. Нежный, сливочный, ароматный, со звонкой карамельной корочкой сверху. Готовлю знаменитый изысканный десерт крем-брюле. Список ингредиентов я оставила в описании под этим роликом в инфобоксе. Я уже говорила, что добавки в этот десерт могут быть разными, от классической ванили и до более сложных и фантазийных. Я использую сахар с натуральной ванилью и цедру лайма. Сливки должны быть жирными, 33-36%. Еще одно наблюдение. Я готовила крем-брюле из сливок одинаковой жирности, но разных торговых марок. И чем гуще сами сливки из упаковки, тем плотнее получится и крем-брюле. Нет, как омлет он, конечно же, не будет, но разница все же есть. Первым делом приготовлю ароматные сливки. Для этого натираю цедру лайма на мелкой терке. Лайм перед этим я тщательно вымыла. В небольшую кастрюльку отправляю сахар с натуральной ванилью, цедру лайма и вливаю сливки. Перемешиваю и отправляю на огонь. Помешивая, довожу сливки до кипения и огонь выключаю. Пускай ваниль и цедра насыщают сливки, пока я займусь яйцами. Отделяю белки от желтков. Для крем-брюле нужны только желтки. Белки можно использовать в безе, меренговом рулете или просто приготовить белковый омлет на завтрак. К желткам всыпаю сахар и перемешиваю. Теперь, помешивая желтковую основу венчиком, я вливаю в нее ароматные сливки, темперирую желтки. Вот такая гладкая смесь получилась. В ней заметны кусочки цедры, они мне не мешают и даже украшают блюдо. Но по желанию смесь можно процедить через сито, если хочется максимально гладкой текстуры десерта. Я не процеживаю. Я использую для крем-брюле вот такие керамические формочки. Из этой порции получается 3 штуки по 220 грамм или 4 штуки по 160. Если нет формочек, можно использовать обычные керамические чашки. Разливаю сливочную смесь по формочкам. На дно глубокого противня укладываю бумажные полотенца, чтобы формочки не стучали. Устанавливаю в противень формочки со смесью. Довожу до кипения воду и выливаю ее в противень. Делаю водяную баню. Отправляю противень в духовку, разогретую до 150 градусов, и готовлю в течение 25-30 минут до дрожащей серединки. Очень важно не передержать крем-брюле. Аккуратно достаю формочки из водяной бани и даю им остыть при комнатной температуре, после чего убираю в холодильник на 3-4 часа до полной стабилизации. Крем-брюле удобно приготовить накануне праздника. Немного действий и затем просто в холодильник. Займусь изюминкой десерта – карамельной корочкой. Для нее я беру газовую горелку и баллон. Такую горелку можно купить в строительном магазине, и стоит она совсем недорого. Дальше я расскажу, как обойтись без нее, но всем любителям этого десерта проще ее все же завести. Я купила и еще ни разу не пожалела. Процесс быстрый, не хлопотный, и десерт получается идеальным. К тому же применять ее можно не только для крем-брюле. Очень полезная вещица. На поверхность охлажденного крем-брюле я всыпаю ложку-полторы сахара и распределяю его ровным слоем. При помощи горелки расплавляю сахар и даю ему карамелизоваться. Так как сам десерт охлажденный, корочка сразу же схватывается и становится той самой знаменитой звонкой корочкой крем-брюле. Если нет горелки, как быть? В этом случае выручит гриль в духовке. Его нужно нагреть и отправить близко к нему формочки с крем-брюле. Важно следить за процессом, и как только сахар расплавится, доставать десерт, иначе карамель сгорит. Как вы понимаете, в этом одно из неудобств такого способа. К тому же гриль в духовке есть не у всех, а еще нужно будет духовку разогревать, а это плюс одна операция, и сам десерт в духовке немного нагреется. Уже не будет того охлаждающего эффекта. Впрочем, метод рабочий, но с горелкой, конечно же, проще. Десерт соблазнения, десерт искушения, глубокий вкус шоколада и нежнейшая текстура. Готовлю классический французский шоколадный мусс.
Список ингредиентов есть в описании под этим роликом. Я использую шоколад 80%, сливки у меня жирностью 30%, а сахар я сразу разделила на две части для удобства. У меня сахар коричневый, но подойдет любой, главное он должен быть мелким. Либо используйте сахарную пудру. Яйца очень важно тщательно вымыть, и они должны быть комнатной температуры, не холодные. Первым делом готовлю шоколадную основу. Нужно аккуратно растопить шоколад. Сделать это можно на водяной бане, а я буду топить его в микроволновке короткими пульсами, проверяя, как идет процесс, чтобы шоколад не перегрелся. Шоколад практически готов. Осталось буквально пара кусочков, они сейчас разойдутся при перемешивании. Теперь я прогреваю сливки и смешиваю их с шоколадом. Если влить холодные сливки в теплый шоколад, он сразу схватится и не получится перемешать смесь до однородности. Впрочем, в такой ситуации можно просто аккуратно еще раз прогреть смесь вместе. Перехожу к яйцам. Первым делом разделяю белки и желтки. Для мусса яйца используются сырыми, это классика, а поэтому очень важно брать свежие яйца и хорошенько их помыть. Если вы все же опасаетесь использовать сырые яйца, сейчас во многих магазинах начали продавать пастеризованные белки и желтки, можно приобрести их. Дальше я еще расскажу, как еще можно поступить. Сразу отправляю к белкам и желткам сахар. Сперва взбиваю желтки в пышную пену, это поможет желткам лучше соединиться с плотной шоколадной массой и стать легче. Если есть опасения насчет сырых яиц, желтки с сахаром можно взбить на водяной бане на манер десерта сабайон. Да, это немного хлопотнее, чем просто взбивать, но это реальный работающий метод. Когда желтки станут пышными, сперва добавляю ложку шоколадной массы и взбиваю до распределения. Затем ввожу остальную массу и взбиваю до однородности. Масса получается легче и она слегка вязкая. Промываю венчики и взбиваю до пышности белки. Небольшое количество сахара тут работает для стабилизации пены. Если опасаетесь сырых яиц, взбивайте белки на водяной бане, как для швейцарской меренги. Чтобы было проще вмешать белки в мусс, важно взбить их до мягких пиков, а не до плотных. Текстура хорошо видна на видео. Теперь я соединяю белки с шоколадной массой. Чтобы это получилось легко и при этом мусс сохранил максимум воздушности, я сперва добавляю к шоколадной массе ложку взбитых белков и вмешиваю ее. Масса стала легче, и дальше смешивать ее с белками будет проще. Добавляю еще 2-3 ложки, вмешиваю опять. Теперь всю шоколадную массу отправляю к остальным белкам и перемешиваю все до однородности. Вот такой легкой и воздушной она получается. Распределяю мусс по формочкам. У меня стеклянные рамекины по 200 мл, получается 4 полных порции. Можно сделать порции поменьше, если предполагается сытный ужин. А еще можно подавать мусс в небольших бокалах, это тоже очень красиво и нарядно. Накрываю мусс пищевой пленкой и отправляю в холодильник для стабилизации на пару часов, после чего он превратится в настоящий рай. Чтобы придать ему максимально нарядный вид и завершенность, я добавлю немного взбитых сливок и шоколадной стружки. Небольшое дополнение, а как оно украсит блюдо. Просто взбиваю немного жирных сливок до кремового состояния, а стружку делаю при помощи ножа. И вот какое волшебство получилось. Как вам? Напишите в комментариях. Этот десерт ресторанного уровня готовится за считанные минуты, да еще и количество ингредиентов приятно радует. 3 основных ингредиента плюс еще 2 для особой хрустящей посыпки. Список ингредиентов сейчас доступен на экране, а также продублирован в описании под видео. В основе классической панакотты жирные сливки, поэтому я использую именно такие. Если хочется приготовить вариацию менее жирную, используйте сливки 20%, но при этом текстура десертов в итоге получится более плотной. Если сравнивать порошковый желатин и листовой, то листовой я считаю более удобным, так как его проще дозировать без весов. Либо берем целую пластину, либо разламываем, если нужно меньше. Так получается очень визуально и легко.
Листовой желатин замачиваю в холодной воде и оставляю на 5 минут для набухания. Количество воды для замачивания листового желатина не имеет значения. Он возьмет ровно столько, сколько необходимо. В случае с порошковым желатином замачивать его следует в пропорции 1 к 6. Пока замачивается желатин, быстро подготовлю остальные ингредиенты. С лайма снимаю цедру на мелкой терке. Я обожаю сочетание лаймового аромата со сливками и ванилью. По желанию лайм можно заменить лимоном. Отправляю в кастрюльку сахарную пудру, цедру и вливаю сливки. Желатин набух и размяк, отправляю его в кастрюльку. Всыпаю сахар с ванилью и перемешиваю. Посмотрите, сколько в этом сахаре частичек натуральной ванили. Целый стручок покупать дороже, да и найти одну штучку сложнее, чем купить такой вот пакетик от Dr. Oetker. А аромат просто потрясающий. Отправляю смесь на огонь и, помешивая ее, прогреваю до растворения желатина. Это примерно 75-80 градусов. До кипения доводить сливки не нужно. Визуально будет видно, что смесь уже пускает пар, но пузырьков кипения еще нет. Нагревание не только даст раствориться желатину, а еще и поможет лучше впустить ароматы цедры и ванили в сливки. Панакоту можно подавать как в креманках, стаканах или бокалах, так и перевернув ее на тарелку. Второй вариант мне нравится больше. Разливаю смесь по емкостям, из которых затем будет проще десерт извлечь. Убираю панакоту в холод до полного застывания. Готовлю кокосовый кранч. Тут все очень просто. Отправляю на сухую сковороду сахар и на минимальном огне даю ему растопиться. Довожу до приятного карамельного цвета. Всыпаю в карамель кокосовую стружку, выключаю огонь и перемешиваю смесь, чтобы стружка покрылась карамелью. Получится что-то типа кокосового грильяжа. При этом, нагреваясь, масла в стружке начнут выпускать потрясающий аромат. Отправляю смесь на тарелку, застеленную листом пергамента, слегка разравниваю и оставляю при комнатной температуре до затвердевания. Затвердевший кокосовый грильяж перекладываю в пакет и измельчаю крупные кусочки до более мелких при помощи скалки. Сервировка. Провожу острым ножом вдоль стенки емкости с паннакотой. Опускаю ее ненадолго в миску с горячей водой. Как только я вижу, что смесь стала подвижной с краев, переворачиваю десерт на тарелку. Я заведомо взяла такое количество желатина, чтобы паннакота получилась нежной, на грани крема, и чтобы не была упругой и резиновой. Для меня это идеальная консистенция. Посмотрите на то, как она дрожит. Осталось посыпать паннакоту хрустяшками из кокоса и готово. Если вы готовите паннакоту заранее, например, на праздник, не посыпайте ее кранчем заранее. Можно перевернуть на тарелке заблаговременно, чтобы не делать этого перед гостями. А вот посыпать стоит прямо перед подачей, иначе карамель начнет таять при контакте с влажным желе, и эффект будет уже не тот. Традиционно во всех видео с подборками рецептов спрашиваю вас о том, какой из рецептов понравился вам больше всего. Возможно, какой-то из них вы уже готовили, уже пробовали и уже готовы его еще раз повторить и наполнить им свой самый вкусный праздник. Меня зовут Галина Артеменко, это канал «Жизнь вкусная». Если на моем канале вы впервые, подписывайтесь, у меня здесь всегда только самые вкусные рецепты. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать эти новые рецепты. И этому видео поставьте лайк. Мне кажется, я ничего не забыла сказать. Ну, в общем... Подписывайтесь, колокольчик, ставьте лайк и оставляйте приятные комментарии.